Приветствую всех на моем канале. Это последняя, третья часть платья крючком, и мы продолжаем вязать. В этой части мы довяжем длину платья, свяжем рукавчики и пояс. По вязанию пояса я оставлю отдельно ссылку на видео в описании. Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто поддерживает мой канал. Спасибо большое за вашу поддержку. Итак, не забываем ставить лайк, подписываемся, кто не подписан, и приступаем к вязанию. Часть. И вот я связала такую длину. Длина это мне доходит до середины бедра. И что мы сейчас будем делать? Мы должны провязать, вот у нас вот эта верхняя часть, здесь вот у нас плечики, и получается, вот у нас верхняя часть, верхний треугольник мы вязали здесь вверх, и тут мы уже вяжем вниз, то есть мы связали вот эту нижнюю часть, вот эта вот длина вот эта вот нижней вот этой нашей части, то есть вы ее сами определяете, какая она должна быть, то есть при примерке на себя. У меня вот эта длина получилась до середины бедра. То есть если у нас, я условно, допустим, вот так вот нарисую фигуру нашу, да, вот ноги. Ну, я не художник, не обращайте внимания. То вот эта часть у меня примерно вот так. Вот до сюда, вот так вот коленки, допустим. Ну, по длине вот так ножки нарисуем. Вот так у меня, вот колени, вот такой длины у меня получилась вот эта часть. Вот, теперь от этой длины я буду делать линию провязки. Вот это вот я нарисовала, это у меня будет линия провязки. Вот по такой схеме я буду вязать, сейчас все расскажу. Я сделаю линии провязки, добавлю петли, чтобы здесь сделать расширение, чтобы у меня повоздушнее, попышнее было платье. В общем, вот этих вот провязок, рядов провязок и расширения вы можете сделать сколько угодно. Кто-то сделает, вот будет состоять вот из одного и второй части, кто-то сделает еще здесь провязку и еще увеличит, тем самым, как бы, чтобы, допустим, макси сделать. Можно сделать, вот у нас, допустим, вот тут провязан треугольник, вот так вот, да, мы провязали, вот. Кто-то, допустим, провяжет вот так, один блок, линию провязки, еще один блок, линию провязки, прибавит петли и еще один блок, допустим, вот так. Можно еще сделать линию провязки и еще один сделать макси. Кто-то сделает всего два короткое, чтобы оно было, допустим, до колен, либо до середины линии бедра. То есть это все зависит от ваших предпочтений, как вы захотите это связать. Линии провязки у нас будут вот по такой схеме. То есть сейчас мы вот наш нижний ряд, который вот мы вязали, мы его обвяжем столбиками без накида. Далее будем чередовать столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. И далее вот в этом среднем ряде, когда мы провяжем этот ряд, мы посчитаем, сколько вы хотите добавить ширину. Мы не забываем, что наш раппорт равен 22 петли. То есть, соответственно, если вы хотите добавить ширину на нашу нижнюю часть, то, соответственно, вы должны представлять, сколько раппортов вы хотите добавить. То есть это, если один раппорт, то плюс 22 петли вы вот в этом среднем ряде должны добавить. Либо плюс 22 петли, либо плюс 44, либо плюс 66. То есть мы добавляем в соответствии с раппортом нашего узора. То есть чем больше петель вы добавите, тем у вас вот этот волан будет получаться пышнее. Я думаю, это понятно. Итак, давайте мы сейчас будем делать обвязку. Мы помним, что мы должны сейчас ряд, последний, вот который у нас ряд получился, обвязать столбиками без накида. Но мы помним, что у нас здесь раппорт 22 петли. И мы смотрим, что, допустим, там, где у нас 2 воздушные петли, у нас 2 петли должно быть основание. Столбик, соответственно, в столбик. То есть сколько у нас петель, столько столбиков и должно быть. Мы не должны ни убавить, ни прибавить, мы должны четко попасть в те петли, которые у нас изначально были набраны. Не пропустите ни одну петельку, чтобы потом у нас кратность раппорта нигде не сбилась.
Также начинаем с одной воздушной петли подъема и сюда же мы провязываем столбик без накида. Далее мы смотрим по схеме. У меня по схеме это вот последний ряд, вот этот 7-й был, соответственно, это он у нас 7-й ряд, он у нас как первый, мы помним, да? Вот, и мы смотрим, здесь у нас было 2 воздушные петли, вот они у меня провязаны, 2 воздушные петли, значит, сюда я провязываю 2 столбика без накида. Вот в этот столбик также провязываю столбик без накида, 1, провязала. Далее 2 воздушные петли, также 2 столбика без накида. В этот столбик также 1 столбик. В 2 воздушные петли я провязываю 2 столбика. Здесь у меня 3 столбика, соответственно, я провязываю 3 столбика без накида. Вот таким образом я провязываю, я обвязываю столбиком без накида весь мой ряд по кругу. Когда я провяжу весь ряд по кругу, то далее я буду переходить на вязание вот столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Сейчас обвяжем этот ряд столбиком без накида. Следующий ряд мы будем провязывать столбик, воздушная петля, столбик. И вот в этом ряду, когда мы провяжем вот этот ряд, в следующем ряде добавляйте необходимое количество вам петель на нужную вам ширину вот этого волана, назовем его так. И далее будем переходить опять на вязание основного узора. Сейчас я сделаю вот эти, провяжу ряды, вернусь к вам, покажу, что у меня получилось, и дальше будем с вами вязать. И вот я провязала, получается, первый ряд, вот этот вот мы провязали столбиками без накида. Далее я провязала столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. И вот в этом ряде, как я показывала по схеме, вот в этом срединном ряде я добавила свои петли. Я добавила 110 петель. В итоге у меня по окружности получилось 506 петель, что кратно 22 петлям раппорта. И у меня получается по окружности 23 раппорта получается. Все, я маркерами вот так замечала. Это у меня по сотням, когда я обвязывала, я считала, чтобы у меня все четко получалось. То есть вот я по 100 петель, если вдруг где-то сбился в расчете, вот я четко вижу, маркерами у меня все отмечено. Далее я начинаю вязать опять по нашей схеме, уже я вам показывать не буду, мы уже это вязали и знаем, как вяжется этот узор. Напомню то, что у меня будет один волан. Вот, я больше удлинять не буду. И далее будем уже переходить на рукавчики. У нас еще будут рукавчики, поэтому сейчас нам нужно связать длину, чтобы далее перейти к обвязке и к оформлению внешнего вида нашего платья. После того, когда мы провязали необходимую нам длину платья, у меня вот получилось от линии провязки, получилось примерно, сейчас я вам скажу, в сантиметрах, от линии провязки 23 сантиметра практически. Вот эта нижняя часть. Я закончила на последнем 7-м ряде. Какую-то особую обвязку я не делаю, я просто обвязываю столбиками без накида с пико. То есть расположение пико вы можете выбирать на свое усмотрение. У меня по схеме получалось вот на этом столбике я делаю пико, на этом столбике делаю пико, и вот на срединном столбике я делаю пико. Где у нас здесь были вот 2 петли, я сюда провязываю также 2 столбика без накида. В этот столбик я вяжу пико, опять 2 столбика без накида, сюда столбик без накида, и вот сюда провязываю пико. То есть вот таким вот образом. Вот я сейчас вот подошла к этому столбику, и тут я провязываю пико, то есть в этот столбик я провязываю столбик без накида и начинаю вязать пико. Я здесь вяжу пико из 4 воздушных петель, так как это низ платья, и можно провязать несколько больше петелек пико. Вот так у меня это выглядит.
провязала и провязываю 2 столбика без накида. Сюда также столбик без накида и вот эти 3 столбика. В серединный столбик я провязываю пико. То есть сюда в середину я провязала столбик без накида, провязываю 1, 2, 3, 4 воздушные петельки, ввожу крючок вот в начальные петли, вот сюда, ввела крючок, подхватила рабочую нить и протянула. И далее опять провязываю столбики без накида. 1, 2, в этот столбик провязываю столбик без накида, опять 1, 2, 3, 4, ввожу крючок в начальные петельки и протягиваю ниточку, и опять провязываю то же самое. И вот я обвязала низ платья столбиками без накида с пико, и сейчас мы будем переходить к обвязке рукавчика. Я уже один рукав обвязала. Вот так он будет выглядеть, то есть вот так он будет выглядеть. Здесь у нас наши тесемочки, и вот такой вот кружевной получается рукавчик. Вязать рукавчик мы будем вот по такой схеме. Здесь раппорт у нас равен 15 воздушных петель. Итак, присоединить ниточку мы должны будем вот внизу рукавчика, в самой пройме. Я вот уже ниточку присоединила. Вот она у меня. И что здесь мы должны на что обратить внимание? Вот смотрите, у нас получаются вот такие горизонтальные ряды. И мы должны будем сейчас по кругу обвязать весь рукавчик столбиками без накида. Вот как здесь у меня в этом рукаве. Вот видите, вот я обвязывала ряд столбиками без накида. И как я обвязывала? Я провязывала в каждый горизонтальный ряд, вот в этот, по 2 столбика без накида. Сейчас я вам покажу. Я делаю одну воздушную петельку на подъем, и вот у меня пошли вот эти горизонтальные ряды. В каждый ряд я провязываю по 2 столбика без накида. Вот сюда я провязала 2, сюда еще тоже 2. И в каждый ряд я буду провязывать вот 1, 2, 3. В каждый ряд я провязываю по 2 столбика без накида. Что здесь важно нам смотреть и учитывать? Когда мы вяжем, то есть заранее посчитайте, сколько у вас рядов. Вот просчитайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Допустим, у вас получилось 30 рядов. Умножьте их на 2, потому что в каждый ряд мы будем провязывать по 2 столбика без накида. Запишите полученное количество петель. Сейчас на примере мы с вами посчитаем. Допустим, у нас получается 30 рядов. Вот по кругу мы считаем горизонтальные вот эти ряды, и допустим, примерно у вас получилось 30 рядов. 30 рядов. В каждый ряд вот в этот мы будем провязывать по 2 столбика без накида. Значит, на каждый вот этот ряд у нас получается по 2 столбика. Умножаем на 2 и считаем, что у нас всего по кругу получается 60 столбиков. Далее мы смотрим. Раппорт нашего узора кратен 15 воздушных петель. Теперь мы смотрим полученные наши петли, и мы делим количество петель 60 мы делим на раппорт. Получается 4 раппорта. Если мы 60 разделим на 15, получается 4 раппорта. Если вы, допустим, это у нас ровно получилось. Когда я просчитала свой рукавчик, у меня получилось 118 петель. Я разделила 118, разделила на раппорт 15. У меня не получился полный раппорт. У меня в большую сторону мы видим, да, я округлила до 8. 8 умножила на 15,
у меня получилось 120 петель необходимо. Так вот, вам нужно посчитать и добавить необходимое количество петель. То есть в моем случае я добавила плюс 2 петли. То есть в какую-то из клеточек я провязала на одну петлю больше. Вам точно так же нужно сделать расчет, посчитать, подвести петли под кратность узора равную 15 и провязать, обвязать полностью наш рукавчик столбиком без накида. Когда вы провяжете, посчитаете, запишите на листочек, сколько у вас получилось петель, чтобы когда вы начнете делать обвязку второго рукавчика, чтобы у вас получилось то же самое количество петель, чтобы у вас не получились разные рукава. Итак, мы с вами посчитали, и теперь мы будем приступать к вязанию. И вот мы провязали первый ряд столбиком без накида. Вот так вот у меня получилось. И начинаем провязывать наш второй ряд. Будет он у нас начинаться с 4 столбиков с одним накидом. Первый столбик с накидом, это у нас будет 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Далее в каждой петельке вяжем еще по одному столбику с накидом. Вот первый, второй, третий и 4 столбик. Далее мы вяжем 3 воздушные петли, пропускаем 2 петли основания, в третью вяжем столбик без накида. Из этого столбика провязываем пико. Далее опять 3 воздушные петли, пропускаем 2 петли основания и вяжем столбик с одним накидом. Это мы повторяем 2 раза. Провязываем 1, 2, 3 воздушные петли, пропускаем 1, 2, 2 петли основания, в третью вяжем столбик без накида, вяжем 1, 2, 3 воздушные петли, провязали и провязываем пико, вводим крючок в петли основания, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петельки. Опять провязываем 1, 2, 3 воздушные петли, пропускаем 1, 2, в третью петлю вяжем столбик с одним накидом. Вот так у нас должно получиться. Повторяем еще раз. 1, 2, 3 воздушные петли, 2 петли основания пропускаем, в третью петлю вяжем столбик без накида. Из него же вяжем 3 воздушные петли на пико, провязываем 1, 2, 3 воздушные петли и далее провязываем 4 столбика с одним накидом. Пропускаем 2 петли основания и провязываем первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий столбик и в следующую петлю 4 столбик. Вот такой вот у нас получается раппорт. Вяжем еще раз 3 воздушные петли, пропускаем 2 петли основания, в третью петлю вяжем столбик без накида, из него провязываем пико, 3 воздушные петли, накид на крючок, 2 петли пропустили, в третью вяжем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли, пропускаем 2 петли, в третью провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли вяжем на пико, провязываем пико, 3 воздушные петли, накид на крючок, в третью петлю провязываем 4 столбика с одним накидом. Вот так у нас должно получаться. Провязываем по кругу до конца. И вот в конце ряда я провязываю 3 воздушные петли на пико. Вот у меня начало ряда, 3 воздушные петли на подъем.
И теперь у меня вот осталось 2 петли как раз. Я провязываю 3 воздушные петли. И я должна соединить в 3-ю воздушную петельку подъема. Но смотрите, следующий ряд у нас начинается. Мы вяжем столбики без накида в эти 4 столбика с одним накидом этого ряда. Поэтому мы не соединяем соединительной петлей, а сразу начинаем вязать столбики без накида. Я ввожу крючок вот в 3-ю воздушную петельку подъема и сразу провязываю столбик без накида. Первый, во 2-й столбик, 2-й столбик, в 3-й, 3-й столбик и в 4-й, 4-й столбик. И вот мы провязали 4 столбика, вот мы их провязали 4 столбика, и мы сразу начинаем вязать вот этот ряд. Вот этот ряд мы промежуточный пропускаем. Вы, в принципе, можете его связать, но я его пропускаю, я начинаю вязать сразу вот с этого, с 3-го ряда. Я провязала 4 столбика без накида, далее провязываю 4 воздушные петли, провязываю 1, 2, 3, 4 и провязываю столбик с накидом, 4 воздушные петли, столбик с накидом, провязываю в столбик с накидом, то есть между раппортами. Вот у меня между раппортами, вот он столбик с одним накидом. Вот в этот столбик я провязываю, делаю накид на крючок и сюда провязываю столбик с накидом, 4 воздушные петли, накид на крючок и сюда же еще один столбик с накидом. Вот провязали. Опять 4 воздушные петли и 4 столбика без накида. Провязываю 1, 2, 3, 4 и 4 столбика вот в эти 4 столбика предыдущего ряда. 2, 3 и 4. И повторяем опять 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли. Вот в этот столбик с одним накидом провязываем столбик с одним накидом. 4 воздушные петли и сюда же опять столбик с одним накидом. 4 воздушные петли и в эти 4 столбика столбики без накида. И провязываем так по кругу до конца ряда. Когда в конце ряда я провязала вот 2 столбика, между ними 4 воздушные петли, провязала 4 петли, и вот мы вязали в начале ряда 4 столбика без накида, то есть мы подошли к началу нашего ряда. Опять не соединяем соединительной петлей, а опять точно так же начинаем провязывать в эти 4 столбика, также вяжем 4 столбика без накида. Провязываем в 1-й столбик, сразу столбик без накида, 2, 3 и 4. Вот так провязали. Далее смотрим, провязываем 3 воздушные петли, и вот в эту арочку из 4 воздушных петель мы вяжем по 2 столбика с одним накидом, между ними по 2 воздушные петли. В начале и в конце 3 воздушные петельки. Провязываем 1, 2, 3. И вот у нас вот она буковка В, вот это вот. И сюда мы провязываем 5 раз по 2 столбика с одним накидом, всего 10 столбиков, и между ними, между парными столбиками, вяжем по 2 воздушные петли. Вяжем 1-й столбик, 2-й столбик, 2 воздушные петли. Опять еще 2 столбика сюда же, 1-й и 2-й. Провязали, опять 2 воздушные петли. Опять накид на крючок, сюда же опять вяжем 1-й, 2-й столбик, 2 воздушные петли. Вот мы уже 6 столбиков связали. Опять сюда же 1 столбик, 2-й столбик, 2-й столбик, 2 воздушные петли. И еще 2 сюда же. Всего 10 должно быть.
первый и второй. Вот у нас получилось 2, 4, 6, 8, 10 столбиков. И в конце также 3 воздушные петли. Провязали 3 воздушные петли и опять провязываем 4 столбика в столбике предыдущего ряда. 1, 2, 3 и 4. Провязали. Опять провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И опять сюда вяжем 10 столбиков. Первый столбик, второй, 2 воздушные петли, еще 2 столбика и еще 2 воздушные петли. 2 столбика, 2 воздушные петли. И еще вяжем также 3 группы по 2 столбика с одним накидом и между ними по 2 воздушные петли. Провязала вот 2, 4, 6, 8, 10 и в конце также 3 воздушные петельки провязала и 4 столбика. И так мы повторяем по кругу, вяжем до конца ряда. Я провязала последний раппорт и подхожу вот наши 4 столбика, которые мы вязали в начале ряда. И смотрим, далее мы будем вязать не 4 столбика, а всего 2. Поэтому я опять начинаю сразу провязывать не в первый столбик, вот как мы вязали 4, а начинаю сразу во второй вязать. Во второй провязываю столбик без накида и в третий провязываю столбик без накида. То есть мы провязали всего 2 столбика. Все, далее мы провязываем 2 воздушные петли и теперь мы видим, что вот в каждый вот эти 2 воздушные петельки, которые мы вязали, мы провязываем по 4 столбика, между ними, между каждым по 2 воздушные петельки. Провязываем 1, 2 воздушная петля и находим вот 2 воздушные петли, сюда вяжем первый столбик, сюда же второй столбик, 2 воздушные петли. Накид на крючок, сюда же опять еще один первый, второй столбик, опять 2 воздушные петли. Теперь вот в эти 2 воздушные петельки мы также провязываем первый, второй столбик, 2 воздушные петли и сюда же еще первый и второй столбик, опять 2 воздушные петли. И вот в каждой 2 воздушные петельки мы провязываем по 4 столбика с накидом, между ними 2 воздушные петельки. Вот так у нас должно получаться. И еще сюда 2 столбика. Всего у нас должно получиться 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Между каждыми парами столбиков по 2 воздушные петельки. Провязали. Вот так у нас получилось. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. В конце также 2 воздушные петли и 2 столбика, не 4, а 2. Вот сюда мы подходим, вяжем не 4, а всего 2 столбика в серединку. Вот, провязали. И опять то же самое повторяем. Опять вяжем 2 воздушные петли и начинаем вязать вот опять сюда по 2 столбика с одним накидом. Между каждыми 2 столбиками вяжем
по 2 воздушные петельки. И так провязываем до конца ряда. Я подошла к концу ряда, и при переходе на следующий ряд мы просто провязываем соединительную петельку. То есть мы вводим крючок вот ровно в серединку, подхватываем рабочую нить и протягиваем. И далее последний наш ряд, мы его начинаем с 3 воздушных петель подъема. И мы будем вязать столбик без накида в каждые 2 воздушные петельки. Между ними будем провязывать воздушные петли и пико. Итак, я провязываю 1, 2, 3 воздушные петли. Старайтесь вообще на рукавчике вязать более слабо, чтобы он у вас не был стянутым. Провязала 3 воздушные петли, и вот первая, 2 воздушные петельки, сюда я провязываю столбик без накида. Провязала. Далее, для того, чтобы связать нам пико, мы начинаем вязать. Мы провязываем вот эту первую 1 воздушную петельку. Пико у меня будет состоять из 3 воздушных петель, поэтому изначально я провязываю 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья и 4. Теперь пико я буду вязать вот во вторую петельку. Вот первая петля, это которая у нас вот она на ряд, мы в нее не вяжем, а вяжем пико во вторую петлю. Вот первую я оставляю, а вот сюда во вторую петлю я ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и протягиваю через петельки. Вот так вот. Провязываю еще 1 воздушную петлю, вот эту вот. И в следующие 2 воздушные петли провязываю столбик без накида. Вот сюда. Вот провязала воздушную петлю. И вот сюда провязываю столбик без накида. Вот так у нас получается пико. Опять провязываю 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Во вторую петлю вот сюда ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и провязываю пико. Провязала пико, провязываю еще 1 воздушную петлю. Провязала. И провязываю вот в следующие 2 воздушные петли ряда столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Во вторую провязываю пико, 1 воздушная петля, и в следующие 2 воздушные петли провязываю столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4. Во вторую петлю провязываю пико, 1 воздушная петля, в 2 воздушные петли провязываю столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Во вторую петлю пико, воздушная петелька, в 2 воздушные петли столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4. Во вторую петельку пико, воздушная петля, и вот у меня последние 2 воздушные петли провязываю столбик без накида. Вот так у нас должно получаться. Теперь далее опять 3 воздушные петельки провязываю 1, 2, 3. И провязываю соединительную петлю. Здесь у нас на схеме 2 соединительные петли, но я вяжу 1 между 2 столбиками. Вот сюда ввожу петлю и провязываю соединительную петельку. Опять 3 воздушные петли. И опять между 2 воздушными петельками провязываю столбик без накида. 4 воздушные петельки, 1, 2, 3, 4. Во вторую провязываю пико,
воздушная петля и следующие 2 воздушные петельки, столбик без накида. И так я провязываю до конца ряда и завершаю ряд соединительной петлей вот в нашу соединительную петельку. Поэтому давайте провязывать до конца ряда. И вот наши рукавчики оба готовы. Вот так вот это у нас выглядит. Для того, чтобы не перепутать перед и зад, можно провязать вот с передней стороны переднюю планочку. Вот я провязала так вот немножечко сверху с пико, но это на ваше усмотрение. Вы можете это провязывать, можете нет. Просто вот эту пройму провязать столбиками без накида и связать небольшие пико. Я уже это показывать не буду, думаю, это просто и так все понятно. Также платье мы можем дополнить поясом, который можно завязывать сверху. Можно его также поясок этот вот протянуть через дырочки нашего платья. Видео я добавлю, как вязать вот такой пояс. Я его сильно толсто не вяжу, я его вязала в 2 нити. Методом набора петель 5 длин я набирала необходимую мне длину и провязывала. Видео я также приложу, как связать вот такой вот шнур, пояс для платья легко и быстро. И наше платье замечательное летнее готово. Я надеюсь, вам было со мной приятно вязать. Буду очень рада вашим отзывам, вашим лайкам, вашим фотографиям. Как ваше платье свяжется, присылайте, мне будет очень приятно. И до новых встреч в новых интересных мастер-классах.